Всем панкейк, дорогие зрители! У многих из нас есть самые любимые домашние питомцы, которые стали полноправными членами семьи. Но в некоторых странах порода вашего любимого песика может быть запрещена законом. Хотите узнать, что это за породы? Тогда оставайтесь с нами. Стаффордширский бультерьер. Любите маленьких и шустрых четверолапых? Это идеальная порода. Но вот на территории большинства стран ее разведение считается нарушением закона. Прекрасный друг и любимец многих, который впервые появился в Великобритании еще в середине 19 века. Эти собаки обожают находиться в компании людей и абсолютно не переносят одиночество. Оставив его наедине, по приходу домой вы обнаружите, что песик постарался разгромить все вокруг, чтобы развлечься и справиться со стрессом. Они также ладят с детьми, но вот оставлять малышей с ними крайне не советуют. Данную породу запретили во многих странах из-за резких проявлений агрессии, с которой не может справиться животное и его хозяин, из-за чего домашний любимец может нанести непоправимый вред своей человеческой семье. В Германии с 2018 года действует закон об ограничении перевозки и ввоза данной собаки на территорию государства. Канарский дог. Увидев его на улице без намордника, люди спешат уйти в обратную сторону и избегают встречи. Изначально собака была выведена для пастушества и работы со скотом. У животного большие габариты тела и сложнейший характер, который очень тяжело поддается дрессировке. С испанского языка название породы переводится как «собака, которая душит». В отношении людей и скота собачка настроена довольно агрессивно, и ей мало что помешает напасть, если она почувствует опасность. У породы очень плохая репутация по всему миру, потому что печальные инциденты с нападением насчитываются сотнями. Австралия, Новая Зеландия и Малайзия полностью запретили ввоз породы к себе на территорию. Ротвейлер. Эти милейшие глазки и дружелюбный характер собаки тоже попали под запрет. Может быть, совершенно по ошибке? Никакой ошибки. При выводе этой породы на нее возложили массу обязанностей, и ротвейлеры были первыми, кто взят на военную и полицейскую службу. У них прекрасно развит интеллект, выдающиеся навыки охраны, но высокий уровень упрямства. К незнакомцам относятся с крайней неосторожностью и готовы защищать своего хозяина до последнего. Редко затевают драки самостоятельно, но участвуют в них охотно. Не советуют их заводить семьям с детьми и людям, которые очень неопытны с животными. Не зря в некоторых странах Европы ротвейлер категорически запрещен не только на въезд, но и на разведение внутри страны. Бразильский фила. Это рыжее чудо может устроить переворот в доме, но после смотреть на вас ангельским взглядом. Еще одна собака с невероятными способностями охранять, очень проворливая, выносливая и с интересным характером. Может быть прекрасным другом, но в какой-то момент характер берет верх, и пес начинает показывать себя, свое упрямство, самолюбие и непослушание. Именно такие моменты вызывают наибольшую опасность. Это один из представителей собак, у которых уровень агрессии просто зашкаливает выше всех допустимых норм. Их держат как можно дальше от детей, ведь те габариты, мощь и неуправляемость может привести к серьезным увечьям. Австралия, Бермудские острова, Великобритания, Дания, Испания и еще ряд стран запретили разведение, продажу и импорт этой породы. Тоса Ину. Тот самый песик, при виде которого волей-неволей начинаешь думать, что перед тобой сумоист. Эта порода скрещена из многих других и была выведена для роли телохранителя. И правда, такая будет служить верой и правдой, при любой опасности будет готова отдать свою жизнь, чтобы защитить своего хозяина. В Японии их называют самурайскими псами, ведь произошли они именно оттуда. Но даже на своей родине эти бойцовские собаки считаются редкостью. Одна из особенностей, которая представляет наибольшую опасность, это то, что собака работает по принципу опережения и самостоятельно принимает решения в стрессовых ситуациях, нападая без команды и предупредительного лая. В Дании, Великобритании, Норвегии, Ирландии, Израиле и других странах запрещено содержание Тоса Ину. Дорогие зрители канала Панкейк, если вам нравятся увлекательные и познавательные выпуски, поддержите нас своим лайком и подпиской, чтобы такой контент выходил как можно чаще. Желаем приятного просмотра. Родезийский риджбек.
Яркая, солнечная, выносливая и стойкая собака, которую покрыли запретами от лап до кончика хвоста. Верная порода, но сложности начинаются с самого детства. Взрослую особь перевоспитать практически невозможно, а вот взяв щенка, лучше сразу обращаться к кинологу. Здесь не помогут только дрессировки. В первую очередь, четверолапый друг должен вас уважать и безукоризненно слушаться, выполнять команды и знать свое место. Если воспитание и дрессировка прекратятся, готовьтесь к тому, что собака будет неконтролируемым бегающим кусочком зла и агрессии, чье поведение невозможно предугадать и предотвратить. Такие возможные варианты развития событий побудили многие страны отказаться от этой породы, в том числе Украина и Ирландия. Аргентинский дог. Белоснежный как снег, быстрый как свет и опасный как водородная бомба. Да, этот охотник – то еще испытание для своего хозяина. Это достойный пример запрещенных опасных песиков. Хотя изначально их повышенный уровень агрессии был направлен исключительно для охоты на других животных, но в современных реалиях это может переноситься и на людей. Еще эти белоснежные красавцы плохо уживаются с другими животными, да и оставлять их с детьми без присмотра – тоже плохая затея. Такие страны, как Израиль, США, Италия, Норвегия, Испания и Румыния запретили на своих территориях представителей данной породы, как на въезд, так и на содержание внутри государства. Кане Корсо – обворожительный итальянец с суровым и нравственным характером. Быть может, поэтому так много стран его остерегаются. Харизма этой собаки бьет фонтаном, ведь вывели эту породу в Италии. Прекрасный охранник непрошенных гостей кофе и круассанами встречать не будет, но с радостью и упорством покажет, где выход. Сама по себе собака не агрессивная даже к животным, если вовремя начать проводить социализацию щенка. Тот еще контролер, ведь в далеком прошлом этих собак использовали как пастухов. Многие хозяева спокойно доверяют четверолапому своих детей и сами знают, что всегда под защитой. Отсутствие должного воспитания у такого пса веет весьма печальными последствиями, особенно в силу своей физической мощи. Кане Корсо запрещены во многих странах Европы. Кангал. Собака времен Вавилона. Вот это находка! Но только там она теперь и разрешена для содержания. Верный друг и честный защитник не только вашего дома, но и скота, если таковой имеется. В древние времена их использовали и в качестве воинов на поле боя, с чем, признаться честно, они очень успешно справлялись. С ними без проблем ходили и на крупную охоту на львов и диких лошадей. Также они прекрасные пастухи и с легкостью справляются даже с таким животным, как волк. Запретили их из-за того, что такой собаке нужно много пространства и постоянные занятия дрессировкой, ведь внутри нее заложен огромный потенциал охоты, защиты и охраны. При отсутствии должного воспитания собака становится балованной, в плохом смысле этого слова. Она может неконтролируемо нападать на животных, людей и причинить серьезный вред имуществу других. Запрещен, в частности, и на территории Дании. Бурбуль – тот самый гигант нашего списка. Очень своенравный, большой и местами агрессивный не только к чужим, но и к своим. Это пушистое счастье проявляет себя смелее любой другой собаки, но очень сильный, мощный и мускулистый. Такое количество силы порождает неподконтрольную злость, ведь изначально бурбулей выводили для охраны, с чем они успешно справлялись. Для данной породы характерны регулярные многочасовые тренировки, безукоризненное подчинение и авторитет хозяина. Без этого собака превращается в монстра, который может покалечить не только других, но и даже своего хозяина. Полностью запрещены в Румынии, Дании и России. Американский питбуль-терьер. Наш главный гость выпуска с самой тяжелой репутацией. Ранее эта порода продемонстрировала себя в незаконных собачьих боях, где отличились огромной агрессией к противнику и проявлением безграничной силы и выносливости. Такие яркие способности переносились и на обычных людей из-за безответственности хозяев, которые не занимались дрессировкой собаки и не направляли злость в нужное русло. Важно показать, кто в доме реальный хозяин, иначе это чревато тем, что пес окончательно теряет контроль и перестанет слушаться, показывая волевой характер. Список, куда питбуль-терьеру нельзя, очень длинный. Мы же назовем основные страны: Ирландия, Франция, Германия, США, Испания, Дания и даже Россия. Булли Кутта – гордость Пакистана и страх всего оставшегося мира.
Еще один пес, который в стране, где его ввели, прославился дурной славой из-за уличных боев. Порода необычайно крупная и агрессивная. Ко всему прочему, не прочь кого-то укусить или затеять драку. Абсолютно не уживается с другими животными. Семьям с маленькими детьми условно запрещено заводить такую собаку, ведь с ней справится разве что опытный кинолог, который отучит от боев за территорию. В России занесены в список потенциально опасных собак. Вот такие, казалось бы, милейшие существа могут оказаться монстрами. Какую породу из списка вам было неожиданно увидеть? А может быть, вы были хозяином одной из перечисленных пород? Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда знать самые интересные факты со всех уголков мира, и не забудьте про колокольчик. Всем панкейкного настроения! До следующего выпуска!